Здравствуйте! Каждый из нас знает о смерти с самого раннего детства, и каждый из нас понимает ее по-своему. И нет тех людей, которые совсем не боятся умирать. Все религии и многие философские учения пытаются понять, что же такое смерть, и часто ее рассматривают как час суда над всей жизнью человека. Так смысл жизни познается через смысл смерти. Но как преодолеть в себе этот холодный липкий страх умирания? Как принять это осознание собственной смертности? Это трудно, но это необходимо сделать каждому из нас. Сначала нужно разобраться с тем, что нас в смерти пугает. Помните, Гамлет признавался, что его волнует неизвестность перед смертью. Ведь никто из ныне живущих точно не знает, что его ждет за гробом. Поэтому мы боимся мертвого, разрушающегося после смерти тела, и при этом понимаем, что тело – это не все, что есть в нас. Многие из нас чувствуют, что бессмертны, но найти полное логичное объяснение этим чувствам не представляется возможным. Что же тогда делать? Как жить? Древние мудрецы призывали ежечасно помнить о смерти, чтобы наполнять каждый миг своей жизни смыслом. Это позволит отделить важное от второстепенного. Например, отцу счастливого семейства предлагают хорошую работу, которая, однако, связана с постоянными командировками, необходимостью все силы отдавать работе. Что выберет этот человек, если у него и так есть достаточно финансовый уровень, чтобы содержать себя и своих близких? И вот тут перед его мысленным взором должен встать образ смерти. Что важнее сделать в жизни? Воспитать своих детей, остаться в их памяти примером преданности и заботы или посвятить себя любимому делу, сделать карьеру? Это выбор сложный, и каждый выбирает для себя. Даже понимание смерти делает нас лучше, ведь осознание собственной смертности формирует в человеке и чувство любви, и чувство терпимости, любви ко всему живому и понимание того, что всем, чем мы владеем на земле, мы не сможем обладать после земного конца. Смерть смиряет даже самых жестоких правителей, ведь она забирает вас с собой и не спрашивает на то согласия. Смерть для нас может стать погружением в полное небытие, но может стать и продолжением жизни только в новом, ином качестве и ином состоянии. Если нас ждет иная жизнь после смерти, то это будет совсем другое бытие. С нами не останутся наши дома, яхты, дачи, чайные сервизы и красивые платья. Даже ученые степени и дипломы мы потеряем. Мы сохраним только нашу душу, наше сознание, умение любить, прощать или наоборот ненавидеть и стремиться отомстить обидчикам. Мы сохраним суть нашей души. И очень страшно, если эта душа окажется черной, покрытой плесенью пороков. Поэтому смерти не стоит бояться. К ней нужно относиться как к дару. Нужно понимать, что смерть может подстерегать нас за каждым жизненным поворотом. Но идти к ней навстречу нужно мужественно и спокойно, улыбаясь, как улыбаются гости, свидание с которой неизбежно. Вот и все, дорогие друзья. Живите, любите, творите и радуйтесь каждому прожитому дню. Всего всем доброго!